У меня раньше был NC750, который я продал 2 года назад. И то потому, что NC покупался для города, а у меня появилась электричка, закрывающая задачу. После старого обзора NC я эксплуатировал пару лет, включая пару длительных путешествий, и за это время заметил несколько нюансов. Не в смысле поломок, естественно, за 3 года владения, кроме расходников, ничего не менял, обслуживается примитивно, надежность NC смысла обсуждать нет. Плюс с тех пор вышло 2 поколения, есть что обмусолить. Главная проблема к старым NC – мягкая вилка, которую нужно было подлавливать на серпантинах или на кольцах, особенно с пассажиром, потому что раньше NC заигрывал с кроссоверностью. Проблему решили в 2021 году, сделав подвеску чисто дорожную, теперь держит повороты. И вторая проблема, усугубленная улучшением подвески – слабенькие однодисковые тормоза. Тормоза кардинально улучшили. Неделю до теста NC я катался на воджах, где по спецификациям идентичные тормоза на чуть меньшую массу. Небо и земля. Honda четко прихватывает и дает ощущение мощных тормозов с запасом. Через 5 минут на NC я уже уверенно вкатывался на серпантинах с четким пониманием, как тут все работает. На воджах я за несколько дней тормозам так и не начал доверять. Ключевая разница с европейцами в том, что японцы используют бюджетные компоненты, но идеально их настраивают. У японцев плохо получаются премиальные мотоциклы, роскоши не хватает, а у европейцев плохо получаются эконом-модели, потому что скраивают не там, где нужно. Если за бортом оставить китайцев, NC750X – самый дешевый байк в классе. В Европе NC без кофров даже с автоматом стоит дешевле, чем самый простой Tracer 7, например. Даже во Франции, где Tracer собирается на соседней улице, а NC еще нужно из Японии привезти и растаможить. Когда начинают докапываться к NC по поводу какой-нибудь неперевернутой вилки, не учитывают ценовой сегмент. Если смотреть совокупность факторов, которые можно купить за 9000 евро в салоне, если говорим о версии с автоматом, NC750 – отличное решение. Даже если бюджет не ограничен, NC все равно покупают за уникальные преимущества, а не потому, что не хватило на нормальный байк. NC – это идеальный байк, чтобы ездить на работу каждый день и иногда по горам покатать. Это скутер, но для тех, кому нравится эргономика и внешность мотоцикла. XCDV с лучшими компонентами, но он все равно управляется как скутер. Я задавался вопросом, почему в Испании так любят XCDV и ADV. Последний – это сейчас самый продаваемый двухколесник в Испании свыше 125 кубов, породивший армию китайских клонов. Контекст в том, что Forza 350 на той же платформе продается в 2 раза хуже ADV, а Forza 750 продается хуже XCDV. Знакомый в испанской Honda говорит, что людям нравится чуть более длинноходная подвеска на уровне дорожных мотоциклов, удобный мотоциклетный руль и кроссоверная внешность. Следующий шаг – понять, что в принципе на мотоциклах эргономика лучше и купить NC. Я нормально отношусь к скутерам, тем более у меня есть один, задний тормоз на руле вообще one love. Но эргономика управления у скутеров так себе. У NC до 2021 года в горах из-за мягкой подвески и настройки коробки не было фана, новая версия это изменила. Во-первых, многие не замечают, а у NC шикарно настроенное шасси в условиях реальной жизни. Вот поехали вы кататься на выходные, берете кофр или сумку сверху для вещей. У NC в отсек помещается все, что нужно на несколько дней. Даже если задний кофр на NC стоит, он в поездке пустой, потому что все тяжелые вещи кладут в отсек. Отсек находится по центру мотоцикла, чуть пригружая перед, и все тяжелые вещи лежат на дне, там, где у других мотоциклов двигатель. Любой центральный кофр – это самая верхняя задняя точка байка, совсем другая развесовка. В реальной жизни вне города на NC вся масса в центре и максимально внизу, потому что и бак полностью под седлом, и цилиндр у NC лежит на полу, в отличие от конкурентов. Чем ближе к центру вся масса, тем меньше инерция в поворотах, тем резче байк реагирует на поворот руля или наклон, и тем лучше работает подвеска. Я уж не говорю, что сам центральный кофр с площадкой что-то весит и ухудшает аэродинамику. Забавно, что в Испании и Португалии с этого года NC продается только с боковыми кофрами, хотя у соседей кофры опция. У меня был NC с боковыми кофрами, я их использовал всего несколько раз, когда ездил не один, в одиночку применить негде. Ездил в месячное путешествие на нем только с центральным кофром, потому что вещи входят в отсек и кофр с запасом. Только с NC было ощущение в долгом путешествии, когда с собой бесконечное количество вещей, но управляешь как дома.
Такой же узкий, без перегруженного хвоста, с все еще прекрасной развесовкой. В любой город приезжаешь и катаешься как местный между рядами. На новом NC еще изменили расположение аккумулятора. Раньше стоял за отсеком со стороны переднего колеса, а сейчас отсек наклонили и перенесли аккумулятор к центру мотоцикла для еще лучшей централизации масс. Мне очень нравится, как он управляется в горах с грузом, особенно с переработанными алгоритмами коробки. И еще 3 крутых свойства отсека. Во-первых, в нем всегда чуть тепло от двигателя. Курочка из KFC с термосом медленнее остывают, а на остановке тепленькую шапку достаешь или после перчатки. Во-вторых, у отсека удачная форма, вещи не болтаются как по кофру. В-третьих, доступ к аккумулятору через отсек, удобно вывести проводок и заряжать даже что-то габаритное. Да, можно вывести проводок под седло любого мотоцикла. Но, во-первых, не всегда хватает места, например, пульт от дрона или большой палаточный пауэрбанк никуда не впихнуть, а во-вторых, седло надевать менее удобно, чем защелкнуть крышку. И не вставая с сиденья, доступ к отсеку. И еще одна фишка NC. Все покупают мотоцикл глазами, как он на фотках или в салоне. А дальше приходит понимание, что с кофром-то удобнее, если байк используется как рабочая лошадка. На NC, если ездить одному в городе, можно центральный кофр и не крепить, отсека достаточно, чтобы с собой иметь минимальный инструмент, оставлять шлем с перчатками внутри, хотя и не все модуляры входят, и потом туда же скидывать покупки. NC удобен на каждый день даже в стоковом варианте. А еще мне дико стала нравиться внешность NC с 2021 года, когда он стал низким. Во-первых, у него самобытный силуэт из-за нетипичной формы бака для кроссовера. Видите, все конкуренты горбатые, а NC нет. И на фоне NC все конкуренты выглядят недоделанными. Дырки возле амортизатора, железки торчат, кронштейны пассажирских подножек свисают, у многих сверху торчит кронштейн глушителя. Согласитесь, кронштейны пассажирских подножек на NC и накладка глушителя крутейшие. NC по сравнению с остальными выглядит как цельный слиток. И я сейчас не шучу, но у NC в этом классе круче всех нарисован хвост с четкими линиями и пропорциями. Да и в целом по пропорциям байк мне больше нравится. И из всех конкурентов только NC с замороченными оттенками. Я накручу картинку, поэтому цвет не передастся. Официально он называется боевой красный. На самом деле это сложный оттенок ближе к лососевому, я на мотоциклах никогда такого не видел, вживую очень нарядный. Есть еще землистый хаки, от него больше ощущения брутального монолита. Пройдитесь по сайтам конкурентов и посмотрите, в каких цветах предлагаются модели, одна банальщина. Плюс NC первый мотоцикл, у которого некоторые кузовные детали и ветровое стекло из Durabio. Если вкратце, это модный биополимер, прозрачный или окрашиваемый в массе. Durabio относительно привычного ABS пластика более устойчив к царапинам, ударам, более стойкий к ультрафиолету, химикатам и температуре. Применительно к ветровому стеклу Durabio относительно поликарбоната или акрила более стоек при том же уровне прозрачности. Durabio существенно дороже, чем ABS или поликарбонат и требует более сложной обработки. Главный минус Durabio относительно ABS, помимо высокой цены, плохо держит внешнюю покраску, поэтому окрашивается в массе. Собственно, если не брать стекло, на NC отделка из Durabio только для части цветов. Как всегда с Хондой, пока прямо не ткнешь носом, никто не догадывается, насколько это замороченные мотоциклы. Вы в курсе, что NC в этом году стал победителем премии в промышленном дизайне Red Dot в номинации «Дизайн продукта»? Можете попробовать новым взглядом пересмотреть NC 750 сами. Модели 2025 года в России пока нет, но на момент записи у дилера Honda Dom Formula X стоял светло-серый NC в варианте с одним тормозным диском. Визуально пропорции те же, достаточно, чтобы увидеть гармонию, о которой я говорил. В торговом центре Formula X помимо новых мотоциклов выставлено достаточно много подержанных мотоциклов, так что можно и с другими моделями сравнить. А с началом сезона на площадке за торговым центром Formula X началась регулярная бесплатная джимхана для всех желающих, а пару недель назад можно было бесплатно протестировать линейку мотоциклов CF Moto. Что, пропустили? А я говорил, нужно подписываться на телеграм-канал Formula X, чтобы не пропустить интересные мероприятия, да и в целом сам по себе интересный мотоканал. Увидимся в формуле. С последнего разговора об NC коробку переработали. В 2021 году двигатель скорректировали, он стал подальше крутиться, за счет чего увеличилась мощность, хотя момент до 6000 не изменился. Под это дело перекроили передаточные числа, особенно 3 последние передачи, которые стали заметно короче.
Двигатель отзывчивее, чтобы было меньше желания подтыкать пониженную, при этом максималка не уменьшилась. Во-вторых, в отличие от остальных моделей, на NC режимы коробки теперь управляются не отдельно, а привязываются к режимам езды, где можно указать уровни подачи мощности, трекшн-контроля и торможения двигателя. Сочетание спортивного режима коробки и максимального торможения двигателем на NC отлично работает. Часто тормоз можно не трогать. Я сначала воспринял идею в штыки, потому что раньше время от времени хотелось менять режимы 10. Со временем я переобулся. Во-первых, режимы езды на 10 давно не такие прямолинейные, даже в спортивном режиме, если крутить ручку медленно, коробка успокаивается и переходит на высокую передачу. И фишка последних версий 10 – выраженный кикдаун. Если крутишь ручку, допустим, на 80%, коробка держит текущую передачу, если крутишь на 100%, коробка щелкнет пониженно. Нужно привыкать, но когда синхронизируешь руки с коробкой, все становится интуитивно. Сейчас нет смысла менять сами режимы коробки, достаточно изначально указать свой. Максимум где-то скорректировать передачу лепестком, хотя на практике смысла нет, робот быстро адаптируется. И вот в чем суть. Я режим D практически не использовал, но нужно было каждый раз после включения нейтрали переходить через D до S. Сейчас переключаюсь между N и S одним щелчком. Единственное, что раздражает, после выключения зажигания спортивный режим всегда переключается в стандартный. В новом поколении 10 подпричесали. Например, 10 учитывает теперь температуру масла, то есть предсказывает текущую вязкость масла и еще тоньше настраивает момент переключения. На холодную плавнее переключения, чем были. Хотя это и так самый мягкий робот на рынке. Все остальные — это роботы с одним сцеплением, они конструктивно никогда не смогут работать так же бесшовно. У NC своеобразная динамика мотора, она отличается от всех, что влечет за собой и логику переключения на низких оборотах. На NC стоит мотор, специально разработанный под автомат, в отличие от всех остальных, где прилепили робот к существующим двигателям. Поэтому на NC совсем не хочется пользоваться ручным режимом и нет смысла в покупке NC на механике. Это как купить Ян без иня, мотор на механике будет скучным. Собственно, у Honda сейчас два актуальных двухцилиндровых 750-кубовых двигателя. Один под механику с более яркой динамикой, на который не хотят ставить автомат, а второй под городские модели с автоматом. И еще за скобками 650-я четверка. Разрабатывать пачку разных моторов дороже. Не можете позволить себе NC на автомате, возьмите другой байк, не мучайте ни себя, ни других. Я в курсе, что на вторичке NC-шки с механикой дешевле, но с краев вы не испытаете того, о чем рассказывают в обзорах. Вот французы молодцы, давным-давно перестали продавать NC на механике. Если взять двухцилиндровые Adventure и посмотреть на обороты максимального крутящего момента, из того, что выпускалось последние лет 6, самый низовой, а также самый длинноходный по соотношению диаметра к ходу поршня NC 750. Воздушные одностволки не беру, там вынужденно приходится делать более длинноходные низкооборотистые двигатели, на жидкостных двушках инженеров ничего не сдерживает. Вот цилиндр. Расстояние между осью коленвала и шатунной шейкой здесь 25 мм, это расстояние определяет ход поршня. Видите? Без увеличения кривошипа поршень не может двигаться дальше. Даже если изменить длину шатуна, толщину поршня или удлинить цилиндр, ход останется тем же, просто изменится степень сжатия. Если измерим ход поршня между нижней и верхней мертвыми точками, получим вдвое большее число, в данном случае 50 мм. Почему это важно? Ровно как с закручиванием болтов. Представьте, что кривошип — это гаечный ключ, а шатун — это рука. Чем длиннее гаечный ключ, тем больше крутящий момент при одинаковой силе воздействия. Конечно, у короткоходных двигателей больше диаметр цилиндров, то есть можно разместить клапаны большего диаметра, чтобы прокачивать больше топливной смеси и с большей силой давить на гаечный ключ. Но на практике скомпенсировать разницу на низких оборотах не получается. Короткоходные двигатели могут крутиться до высоких оборотов, соответственно, при настройке нужно учитывать подачу смеси на всем диапазоне, а это разные требования к фазам открытия клапанов, впуску и выпуску. Длинноходный мотор не может крутиться до высоких оборотов, поршню в таком двигателе нужно пройти значительно большее расстояние за единицу времени, чем короткоходному, а максимальная скорость поршня примерно одинакова. Например, у NC уже на 7000 красная зона, соответственно, у него распредвал, впуск и выпуск настраиваются только на небольшой диапазон оборотов в самом низу.
На практике, когда мы говорим о недорогих двигателях до литра, где нет ни динамической смены фаз, ни развитых впуска и выпуска, у короткоходных моторов фазы наиболее эффективно настроены под серединку или верха, чтобы получить побольше пик мощности. Они не используют потенциал по наполнению цилиндра на низах. У длинноходных двигателей высоких оборотов не бывает и проблема отсутствует. Работают с максимальной эффективностью на низких оборотах с большим крутящим моментом. Как следствие, более стабильная работа мотора на низах, лучше КПД на низких оборотах, большая эффективность сгорания смеси и чище мотор. Плюс подобные двигатели при прочих равных холоднее как с пользовательской точки зрения, то есть меньше нагревают ноги или включают вентилятор, так и с точки зрения надежности. Через охлаждающую жидкость вдоль стенок цилиндров отводится примерно 2/3 тепла от камеры сгорания. У длинноходного двигателя больше площадь стенки цилиндра, поэтому сама система охлаждения при прочих равных эффективнее. Более того, из-за развитой системы охлаждения можно смело увеличить степень сжатия, но Honda упорно сидит с самой низкой степенью сжатия в классе. Это тоже влияет: меньше давления, ниже температура. В итоге мотор холодный, на NC комфортно и в шортах по пробкам ездить, и вентилятор включается реже конкурентов. Как следствие, вырастает и общая надежность системы. Моторное масло работает в более ровном температурном режиме, поэтому деградирует медленнее, локальный перегрев тоже менее вероятен. По-хорошему, в NC-шке можно менять масло реже или само масло может быть попроще. Я напомню, что мощность, указанная в спецификации, это пик на конкретных высоких оборотах, допустим, на 9000. В типичном загруженном городском движении утром в центр, вечером из центра мало кто крутит до таких оборотов, в лучшем случае переключаясь на 5000. Если сравнивать мощность в таком режиме, окажется, что у NC самая высокая мощность на всем диапазоне от холостых до 6. И только выше начинают выигрывать конкуренты. Есть нюанс в том, что у длинноходного двигателя сами по себе обороты медленнее растут, потому что поршню нужно физически больше расстояния пройти. Длинноходный двигатель не будет таким же отзывчивым на средних и высоких оборотах, поэтому динамику чисто по цифрам сравнивать нельзя. Из практики длинноходные моторы отличные по динамике в плотном трафике и при частых остановках и стартах, а короткоходные двигатели получают преимущество там, где можно задействовать высокие обороты. Это серпантины, обгоны на трассе, либо прохваты по пустым дорогам с переключениями ближе к отсечке. Если не любите крутить двигатель и переключаетесь рано, берите NC, он как раз под вашу эксплуатацию. Как приятные бонусы, у NC невизгливый тихий мотор и самый низкий расход топлива в классе. Да даже не в классе, у какого-нибудь 450 МТ даже официальный расход на литр больше, чем у NC. И я вас уверяю, на магистральных скоростях набежит разница уже в 2 литра. Такая же ситуация и с Гималаяном, и с другими малокубатурниками. Они экономичные чисто на малых скоростях. Конечно, в части режимов разницы у NC с конкурентами не будет, где NC работает уже близко к высоким оборотам в неоптимальном для себя режиме. Но в целом владельцам NC-шек Saitira Honda дарит чашку кофе с круассаном на каждой заправке. Повторюсь, динамика NC не для всех людей и не для всех задач. Ощущение скорее как от быстрого дизельного автомобиля. И 180 ехать можно, и разгон с нуля приятный даже для людей с опытом, и уезжаешь со светофора первым, но позажигать на байке не получится. Хотите крутить, на заднее вставать и резко ускоряться от 100, купите Tiger 660. Если личное мнение, на быстрых серпантинах или загруженных трассах с частыми обгонами двигателя NC мне маловато. На магистралях хватает, потому что никакой необходимости в более резких ускорениях там нет. А в городе со скоростями до 90 в принципе не хочу динамику лучше. У меня одновременно в Испании на протяжении года были NC и VFR 1200X, оба на автомате. В условиях европейского города, где междурядий нет, я всегда выбирал NC, потому что на VFR в плотном потоке пользуешься только парой миллиметров диапазона ручки газа. Когда поток начинает движение на светофоре, ручку минимально крутишь, и байк избыточно ускоряется относительно автомобиля спереди, приходится опять прикрывать. И на литрах плюс ощущение, что едешь слишком медленно именно потому, что ручку крутить нигде не можешь. На NC комфортно контролировать скорость, и мотор себя идеально чувствует на низких скоростях, нет желания искать свободный отрезок, чтобы дать мотору подышать. Мне нравится, что NC все больше допиливают под городскую эксплуатацию. В 2021 году многие ругались на потерю универсальности из-за занижения подвески, но по мне так лучше.
Старый NC все равно никогда не был про бездорожье, а так и подвеска стала лучше, и мотоцикл прижался к земле. Если не брать во внимание китайцев, это самый низкий мотоцикл в классе, в среднем на 4 см ниже конкурентов по седлу. Он и без того был лучшим мотоциклом для новичков, а сейчас еще чуть удобнее для людей с низким ростом. Вообще у NC эргономика чисто под низкий и средний рост. В городе комфортно и высоким, но для путешествий с таким ростом уже не хватает. Это главная причина, почему я продал NC. Для города больше не нужен, а как туристический мотоцикл мне не подходит из-за угла в коленях. Многие боятся нового поколения из-за заниженного клиренса. На самом деле нужно учитывать контекст хода в подвеске. Если отнять треть хода амортизатора от дорожного клиренса, будет стандартное проседание мотоцикла под весом водителя. Во время движения у нового NC клиренс всего на сантиметр меньше, чем у старого. Это не худший показатель в классе. Сама подвеска не позволит комфортно ездить по разбитым дорогам и грейдерам, даже не мечтайте, но на бордюр заехать без проблем. Еще важное улучшение – светодиодная фара стала на 50% ярче. Старый заводской свет – это боль. С 2021 года более удобная яркая приборка, а сейчас экран уже нового типа, информативный и с пошаговой навигацией. Вот это стекло похоже на старое, но из-за измененной морды оно отъехало на пару сантиметров вперед и увеличился антитурбулентный канал. Теперь в опции доступно высокое и широкое стекло с механизмом регулировки. Поучительных выводов в этот раз можно не делать. У NC всегда будут хейтеры. Модель не для всех, но лично я обожаю NC-шку, не считаю ее скучной или неоправданно дорогой. Мне на новом поколении нравится буквально все. По мне, ничего лучше для новичков и в целом городской езды человечество еще не придумало. Хотите или нет, но этот мотоцикл уже легенда. Вам будет интересно, что после прошлого ролика собралось примерно 20-25% от нужной суммы на новый дрон, что неплохо. Спасибо всем за поддержку.